Хорошие карты для нас, космических путешественников, очень важны. С их помощью можно правильно сориентироваться в пространстве, найти нужную цель. Но пригодится ли кому-то вот такой путеводитель? Изображение скорее похоже на картину художника-сюрреалиста. В действительности перед нами очень серьезный указатель, куда ученые нанесли объекты локальной Вселенной на основе анализа движения 56 тысяч галактик. При картографировании отражены величайшие структуры мироздания, настолько мощные, что трудно представить. Они вписаны в ткань пространства в форме скоплений, нитей и даже стен. Гиганты творят в космосе удивительные вещи, и с ними самими порой случаются невероятные события. Мы найдем на карте наиболее грандиозные из таких стен, которыми Вселенная перегородила пространство. Попробуем через них перебраться. Не терпится узнать, что на другой стороне. Где галактики падают, как снежинки, на небесные стены. Зачем природные силы создали в космосе преграду в форме моллюска? И есть ли такой себе босс у самых грандиозных сооружений Вселенной? Чтобы лучше все понять, поговорим сначала о наших представлениях о космосе. Обычно мы ассоциируем его со своим ближним небесным окружением. Даже Луна кажется нам далекой и во многом непонятной. А что уже говорить о более глубоких объектах пространства? Возьмем, например, расстояние до Плутона. Оно представляется таким огромным, что кружится голова. Мы привыкли измерять путь в метрах, километрах. Сколько реально можно вообразить? Несколько тысяч километров? До Плутона путь равен примерно 5 миллиардам километров. Не хватит жизни на столь далекий перелет. А по космическим меркам до этой карликовой планеты на окраине Солнечной системы буквально 2 шага. Если лететь дальше, то все выглядит еще более умопомрачительным. Например, наш звездный дом, Солнечная система, едва заметен в рукаве Ориона Млечного Пути. Затем на пути возникают ближайшие звездные системы, всего в нескольких световых годах от нас. Для полета к ним на современных космических кораблях понадобится тысячелетия. Но не будем больше пугать себя космическими расстояниями. Сегодня нам придется представить их в самых грандиозных масштабах. Так что включим все воображение и двинемся далеко вперед. Когда мы минуем Солнечную систему и выйдем за пределы Млечного Пути, картина откроется потрясающая. Это только с Земли кажется, что звезды просто рассыпаны по небу, а со стороны видно, что они соединены в галактике, тоже яркие объекты в небе Вселенной. Подобно тому, как планеты Солнечной системы связаны друг с другом узами гравитации, также между собой соединены и галактики. Интересно, что всего-то за 100 лет наше представление об этом радикально изменилось. Если раньше Млечный Путь астрономы считали целой Вселенной, то сейчас мы знаем, что он является лишь одной из 100 миллиардов галактик. Все эти структуры тоже не движутся по небу хаотично, как и звезды. Наш Млечный Путь, Большое и Малое Магеллановы облака и карликовые галактики-спутники, галактики-треугольник, Андромеда и многие другие связаны друг с другом гравитационно и образуют сверхскопление галактик Девы. Всего в данный союз входит около 30 тысяч галактик. Протяженность этой галактической обители тоже впечатляет. Она тянется в небе на 200 миллионов световых лет. Одна галактика связана с другой, другая со следующей и так по цепочке. Сверхскопление галактик Девы, в свою очередь, поддерживает гравитационное взаимодействие с другими сверхскоплениями. Все они образуют единую паутину – суперкластер Ланиакея. Внутри необъятного космического дома вместе с нашей местной группой проживает еще около 100 тысяч галактик. Ланиакея раскинулась на 520 миллионов световых лет. Ланиакея, несомненно, выглядит впечатляюще, но она не уникальна. На компьютерной модели крупномасштабной структуры мироздания видно множество подобных нитей. Ланиакея всего лишь часть одной из них, причем не самая большая. Астрономы уже нашли множество скоплений и сверхскоплений галактик. Их форма может быть различна. От цепочек, такой как цепочка Маркаряна, до стен, как Великая стена Слоуна.
Логично предположить, что эта иерархия распространяется выше на множество уровней. Но космос, похоже, так не работает. В 1990-е ученые-космологи Маргарет Геллер и Джон Хукра выяснили, что в масштабах порядка 300 мегапарсеков Вселенная практически однородна. Мироздание представляет собой космическую паутину, совокупность нитевидных скоплений галактик, разделенных пустотами, в которых практически нет светящейся материи. На данный момент именно скопления в виде стен держат рекорд крупнейших структур во Вселенной. Их называют стенами, потому что они имеют более плоскую форму, чем нити. Первый такой объект из нитевидных скоплений галактик обнаружен только в 1989 году. Это Великая Стена или стена CFA-2 на расстоянии 200 миллионов световых лет от Млечного Пути. В длину стена достигает 500 миллионов световых лет, а в ширину около 300 миллионов. В то же время толщина объекта невелика и составляет всего 16 миллионов световых лет. Найти эту структуру в небе, несмотря на ее гигантский размер, астрономам было непросто. Дело в том, что для определения ее границ предстояло узнать точные координаты галактик в трехмерном пространстве. Для этого ученые использовали обзор красного смещения. Космологическое красное смещение мы видим как сдвиг спектральной линии в сторону длинных волн от далекого источника, например, галактики или квазара. Электромагнитное излучение увеличивает свою длину волны и в видимом свете перемещается в красную часть спектра. После исследований с помощью красного смещения оказалось, что свою стену Вселенная воздвигла из множества галактических компаний. В их число входят сверхскопления Льва, Геркулеса и волос Вероники. Давайте поближе познакомимся с этими объектами. Чтобы попасть в сверхскопление галактик волоса Вероники, нам придется лететь на расстояние 300 миллионов световых лет от Земли. Волосы Вероники являются ближайшим массивным объектом к сверхскоплению Девы, куда входит Млечный Путь. Оно имеет приблизительную сферическую форму и диаметр около 20 миллионов световых лет. Во время путешествия к сверхскоплению волоса Вероники мы попадем в гигантское сообщество из более чем 3000 галактик. Среди них нет объектов с ярко выраженной спектральной структурой, как у Млечного Пути. Доминируют эллиптические и линзовидные объекты. В центре волос Вероники находятся две сверхгигантские эллиптические галактики. NGC 4874 «Колосс» примерно в 10 раз больше Млечного Пути. В нем часто вспыхивают сверхновые, и две из них зафиксированы в последние годы. NGC 4889 тоже гигант эллиптической формы. Он является самой яркой галактикой волос Вероники. В центре NGC 4889 обнаружена сверхмассивная черная дыра. Ее масса невероятна и достигает 21 миллиарда солнечных. Сверхскопление Льва находится еще дальше, в 440 миллионах световых лет от нас. Самое яркое скопление в нем, Абель 1185, занимает область пространства в 1 миллион световых лет в поперечнике. Оно очень плотно заселено сотнями галактик и просто сияют в небе. Большинство объектов в Абель 1185 эллиптические, хотя также отчетливо видны спиральные, линзовидные и неправильные. В этом тесном общежитии галактики, похоже, готовы идти на что угодно, чтобы расчистить себе пространство. Они часто сталкиваются, и сейчас, по крайней мере, две из них буквально разрывают друг друга, образовав в небе нечто наподобие гитары. Недавние наблюдения показали, что в состав Абель 1185, кроме того, входят необычные шаровые скопления. Но при этом космические шары, полные звезд, не принадлежат полностью той или иной галактике. Наконец, в 400-500 миллионах световых лет от Земли, внутри космической стены CFA-2, расположена часть сверхскопления Геркулеса. Этот регион состоит из двух соседних, связанных между собой сверхскоплений галактик. В состав одного из них входят скопления Геркулеса Абель 2147 и Абель 2152.
К тому же астрономы выяснили, что отдаленные скопления Абель 2197 и Абель 2199 относятся к сверхскоплению Геркулеса. Они связаны с этой огромной структурой посредством чрезвычайно длинных и тонких галактических нитей. Однако это не последние данные. Астрономы утверждают, что им известны далеко не все крупные объекты, из которых возведена Великая Стена. Точные размеры CFA-2 пока остаются загадкой для ученых. Стена может быть гораздо больше, чем считалось, и иметь протяженность 750 миллионов световых лет. Проблема в том, что гигантская структура прячется в зоне избегания. Облака пыли и газа Млечного Пути в той области пространства заслоняют астрономам от 10 до 20% неба. Однако во время нового исследования группе астрономов удалось заглянуть прямо сквозь зону избегания и рассмотреть еще кое-что очень интересное. Оказалось, что в ней многие скопления галактик не связаны друг с другом гравитацией, как, например, в сверхскоплении Девы. Великая Стена CFA-2 – это всего лишь область, через которую движется большое количество галактик. Это еще одна из причин того, что трудно четко определить параметры объекта. Впрочем, границы стены – не самая сложная загадка для ученых. Тяжелее будет объяснить, из какой материи она возведена. Видимое барионное вещество не может служить основой настолько крупномасштабной структуры. Для этого его слишком мало. Исследователи предполагают, что галактики в скоплениях, сверхскоплениях, нитях и стенах всего лишь наполняют своеобразный каркас. Он создан потоками и узлами концентрации темной материи. Мегастены, подобные CFA-2, в основном состоят из этого невидимого вещества и в меньшей мере из обычного. Дополнительная гравитация темной материи ускорила формирование структуры, позволив большому количеству вещества быстрее объединиться. И этот процесс продолжается до сих пор. Последние исследования астрономов показали фантастическую картину. Галактики опускаются в невидимые массивы темной материи стены и усеивают их, как снежинки, вершины гор. Некоторое время потрясающая стена CFA-2 удерживал рекорд крупнейшей космической структуры. Затем в 2013 году на расстоянии более миллиарда световых лет от нас астрономам удалось найти нечто более грандиозное – Великую Стену Слоуна. Она протянулась в небе на невообразимые 10 миллиардов световых лет в длину и на 7,2 миллиарда световых лет в ширину. Это составляет около 10% от диаметра наблюдаемой Вселенной. Стена Слоуна представляет собой плоскую структуру из галактики пустот, которую было очень непросто рассмотреть в нескончаемых просторах Вселенной. Ее удалось засечь в рамках проекта Слоуновского цифрового небесного обзора. Так называется научное картографирование сотен миллионов галактик с целью определить самые крупные объекты во Вселенной. Если говорить подробнее, существование космической стены выдали гамма-всплески. Астрономы фиксировали очень яркие взрывы далеких массивных звезд. Гамма-всплеск после такой катастрофы – одно из самых высокоэнергетических событий во Вселенной. Менее чем за 0,1 долю секунды высвобождается больше энергии, чем Солнце произведет за всю свою жизнь. Подобные гамма-всплески чрезвычайно редкое явление и случаются в жизни типичной галактики раз в несколько миллионов лет. Звезды, которые их вызывают, очень массивные. В регионе должно быть много материала для образования этих гигантов. В результате сверхновые помогают отследить, есть ли в данном направлении галактика или их скопление. Астрономы с 1997 по 2012 года следили за гамма-всплесками и наносили их на карту. Все события были похожими друг на друга, а также происходили довольно близко к своим соседям. Это указало ученым на то, что в наблюдаемом регионе прячется очень большая группа галактик. Как и в случае со многими подобными объектами, продолжаются дебаты относительно того, является ли она структурой или случайным выравниванием галактических скоплений. Пока ученые склоняются к мнению, что эти объекты представляют собой отдельную структуру, но они не связаны гравитацией. Другая группа ученых тоже наблюдала за стеной Слоуна и обнаружила, что это космическое сооружение состоит из нескольких сверхскоплений. В их число входит множество меньших, но густо населенных скоплений,
содержащих сотни галактик. Вместе все эти объекты составляют не совсем классическую стенку, а скорее раскинулись в разные стороны, подобно щупальцам осьминога. Космический моллюск еще недостаточно изучен, но о двух сверхскоплениях внутри него астрономы уже могут рассказать немало интересных вещей. Эти скопления поражают своими очертаниями. Одно из них называется SC1-126 и имеет плотное ядро из сотен галактик. Со стороны эта конструкция выглядит как гигантские усики какого-то фантастического небесного насекомого. Внутри другого сверхскопления SC1-111 многие галактики сейчас сливаются друг с другом. Из-за этого объект внешне как бы разбит на участки с плотным проживанием галактик. Соединяют такие островки более редкие галактические цепочки. Астрофизики объясняют неоднородность тем, что галактики внутри сверхскоплений имеют совершенно разные истории образования и эволюции. Во время путешествия нам также стоит более внимательно присмотреться к еще одному объекту Великой Стены Слоуна. Оно непосредственно касается нас. Это местное сверхскопление галактик или, как его еще называют, сверхскопление Девы, куда входит Млечный Путь. Ученые называют местное сверхскопление очень ярким и характерным примером крупномасштабной структуры Вселенной. Оно имеет уплощенную форму и состоит из нескольких цепочек галактик. Вся конструкция огромной полосой как бы перерезает небо и тянется около 200 миллионов световых лет. На этой территории, в частности, находится местная группа галактик, скопление галактик в Деве и несколько других скоплений, а также групп галактик. Всего в состав местного скопления входит около 30 тысяч галактик, которые обитают как минимум в 100 группах и скоплениях. Однако с доминирующим скоплением Девы в центре. Его масса превышает солнечную более чем в 1015 раз. Но нас не ослепит сияние всей этой необъятной компании звезд и галактик. Мы увидим, что светимость суперкластера слишком мала для такого количества солнц. Астрономы считают, что большая часть массы объекта приходится на темную материю. Таких суперкластеров в космической стене Слоуна великое множество. Однако она недолго была единственным лидером. Вскоре к славе этой великой стены решил присоединиться новичок. И сюрпризы начинаются уже с его названия. Только представьте, астрономы познакомились с самим боссом Вселенной. Его фото не так давно разместил один из индийских пользователей на своей странице в Facebook. Уже через несколько часов снимок набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев. Этой историей даже заинтересовался отдел по разоблачению фейков крупнейшего издания страны India Today. После расследования выяснилось, что на снимке представлено видение художником реальной космической структуры – Великой Стены Босс. Грандиозное космическое сооружение названо в честь спектроскопического исследования барионных колебаний. Это уникальная международная инициатива по картографированию галактик и квазаров в ранней Вселенной. Босс, по мнению исследователей проекта, представляет собой очень странную космическую стену. Гравитация сложила ее на расстоянии от 4,5 до 6,5 миллиардов световых лет от нас, и затем растянулась в пространстве еще на миллиард световых лет. Босс в 10 тысяч раз больше Млечного Пути. Босс состоит из 4 сверхскоплений, 2 вытянутых и 2 чрезвычайно больших, а также нескольких более мелких сверхскоплений. В целом структура занимает 10% от диаметра наблюдаемой Вселенной. В ее состав входит 830 видимых галактик, не считая кандидатов на странные темные галактики. Они так и не получили собственные имена, поскольку безликие и тусклые. Эти галактики не содержат видимых звезд и имеют форму межгалактических газовых облаков, вызванных гравитационными взаимодействиями. Астрофизики давно вычислили существование темных галактик, но на сегодняшний день нет подтвержденных примеров этих объектов. Хотя какие бы галактики ни входили в состав космической стены Босс, она в любом случае представляет собой уникальное творение природы. Гигантская космическая паутина или соты, раскинувшиеся в небе.
Однако не все убеждены в ее колоссальном размере, поскольку соты могут составлять не единый объект, а просто совокупность меньших. Почему некоторые астрономы не уверены в том, что БОСС — цельная структура? Причина кроется в причудливой форме объекта. В нем есть множество очень странных изгибов и пересечений, которые отсутствуют, например, у Великой Стены Слоуна. В настоящее время астрономы продолжают дискуссию, можно ли считать БОСС единой структурой из-за сложности ее формы и общего размера. Вопрос о том, движется ли комплекс сверхскоплений вместе или медленно разделяется на более видимые куски, является ключевым фактором в этом обсуждении. При этом следует учесть, что по сравнению с Великой Стеной Слоуна, сверхскопления в БОСС очень богаты различными объектами. Они содержат густонаселенные галактики с высокой звездной массой. Это очень интересный пример для астрономов, изучающих структуру космического пространства. Однако БОСС давно не считается самым крутым парнем на космическом Бродвее. И если темп открытия сохранится, он ненадолго сохранит там даже угловой офис. В 2013 году сертификат БОССа Вселенной перешел к Великой Стене Геркулес – Северная Корона. Самый большой структурный объект во Вселенной был обнаружен астрономами при наблюдении за гамма-излучением космической обсерватории Шифт. Особо яркие всплески производят наиболее крупные звезды, обычно расположенные в плотно заселенных областях пространства. Ученые обнаружили, что в направлении созвездий Геркулеса и Северной Короны шквалы гамма-излучений наблюдаются слишком часто. Так, 14 из 35 изученных событий произошли очень близко друг к другу. После дальнейших исследований этих всплесков гамма-излучения астрономам удалось нащупать очертания колоссального небесного обитателя. Плоский вытянутый объект создал в пространстве потрясающий узор, похожий на голубую светящуюся листву. Она распустилась на необъятном космическом древе длиной около 10 миллиардов световых лет, шириной 7,2 миллиарда и толщиной почти в миллиард световых лет. На этом небесном дереве собралось бесчетное количество галактик, сверхскоплений. Великая стена Геркулеса Северной Короны тянется не менее чем через 20 созвездий и во многом связана, как следует из самого названия, с двумя из них. Это прежде всего созвездие Геркулеса, которое является домом для многих странных и живописных объектов. Один из них — астеризм, или легко различимая в небе группа звезд под названием «Бабочка». Настоящим украшением бабочки и созвездия в целом астрономы называют звезду Бета-Геркулеса или Карнефорос. Это двойное светило, которое ярко сияет на расстоянии 230 световых лет от Земли. В его состав входит оранжевый гигант, массой в более чем 4 раза и радиусом в 25 раз превосходящий Солнце. Второй компонент — маленький красный карлик, который скромно прячется в тени гиганта. Северная Корона — еще одно созвездие, которое является кирпичиком Великой Стены. Главные звезды этого удивительного объекта образуют в небе полукруглый венец. Арабы называли группу «разорванной», видя в ней незамкнутое кольцо. Самая яркая звезда Северной Короны — Гемма или Альфа Северной Короны. В созвездии также расположено уникальное светило Т Северной Короны. Его называют полыхающей звездой, и оно является одной из немногих известных повторных новых. Они периодически омолаживаются благодаря сильным взрывам. За время наблюдения было зарегистрировано 2 вспышки в 1866 и 1946 годах. Следующее ожидается совсем скоро, в 2025-2027 годах. Секрет взрывного характера звезды кроется в ее природе. Она состоит из красного гиганта и белого карлика, который обращается вокруг главной звезды с периодом 227,6 дней. Карлик ворует вещество соседа, постепенно накапливая его на своей поверхности. Со временем материи становится достаточно для всплеска взрывоподобного термоядерного синтеза, что приводит к стремительному повышению яркости. Вспыхивает новая звезда. Для системы Т Северной Короны цикл повторяется примерно каждые 80 лет. Великая стена Геркулес Северная Корона содержит сотни тысяч таких интересных кирпичиков. Но самая большая загадка кроется в ней самой.
Пока для ученых остается тайной, как возникла структура, которая тянется практически через все мироздание. Есть даже мнение, что такой стены не существует. Просто данные о распределении гамма-всплесков, которые на нее указали, содержат ошибки. Иначе как объяснить превышение верхнего предела размера космических объектов Великой стеной Геркулес-Северная корона? Космологический принцип гласит, что такие структуры должны иметь максимальный размер в 1,2 миллиарда световых лет. Великая стена Геркулес-Северная корона ставит под сомнение это правило или же собственное существование. Тем более, что мегаструктуры не должны возникать на начальном этапе истории космоса. Но Великая стена Геркулес-Северная корона появилась минимум 10 миллиардов лет назад, когда Вселенной было всего 3,8 миллиарда лет. Хотя невероятная масса стены может, например, быть связана с внешним влиянием пока неизвестного сверхмассивного объекта. И это тоже пока лишь одна из версий. Необходимы дальнейшие исследования, которые могут помочь понять природу мегастены. Ученые могут опровергнуть ее существование или же еще больше раздвинуть ее пределы. Пока же Великая стена Геркулес-Северная корона остается в звании самого масштабного объекта во Вселенной. Возможно, это предел. Во всяком случае, ничего более грандиозного в космосе астрономам обнаружить до сих пор не удалось. Однако на карте крупномасштабных небесных сооружений продолжают возникать достойные конкуренты Великой стене Геркулеса Северной короны. Одна из них, которую ученые обнаружили в 2020 году, особенно интересна не своим размером, а тем, что буквально соприкасается с нашим большим космическим домом. Это стена Южного полюса, гигантский объект, простирающийся на 1,4 миллиарда световых лет. Она находится в полумиллионе световых лет от нас, что очень близко в грандиозных космических масштабах. Южнополярная стена долго и умело скрывалась на виду у астрономов. Секрет в том, что ее большая часть растворяется в ярком свете Млечного Пути. В том регионе астрономам видна только космическая пыль. Таким образом, стена Южного полюса оставалась недоступной для наблюдений, хотя она находится вблизи области звездообразования Хамелеон, большой и очень заметной. Как же удалось, в конце концов, рассмотреть стену? Мы уже разбирались в том, что космологи обычно используют для этого красное смещение, скорость, с которой объект удаляется от Земли из-за расширения Вселенной. Но в случае со стеной Южного полюса ученые использовали немного другую технику, рассматривая пекулярную скорость галактик. Это измерение включает красное смещение, но также учитывает движение галактик вокруг друг друга, поскольку они гравитационно притягивают одна другую. Метод помогает выявить не только скорость, но и скрытую массу объектов, которая гравитационно влияет на движение галактик. Следовательно, это указывает на наличие или отсутствие темной материи. Запустив алгоритмы, изучающие пекулярное движение галактик, ученые смогли построить трехмерное распределение вещества в невидимой зоне за Млечным Путем и вокруг нее. Так удалось выявить ошеломляющий пузырь материи в самой южной точке неба. Одно огромное широкое крыло объекта простирается на север в сторону созвездия Кита, а другое заканчивается в направлении созвездия Совы. Чем наполнен этот гигантский объект? Конечно, тысячами галактик, их скоплениями и сверхскоплениями. Он представляет собой огромные нити из газообразного водорода, на которые галактики нанизаны, словно жемчужины на ожерелье. Вот одна из этих жемчужин. Южный небесный полюс Земли виден только из южного полушария. В его центре находится тусклое созвездие Октанта. Оно не блещет достопримечательностями, однако мы обязательно его осмотрим. Именно в этом созвездии находится южная полярная звезда. Светило, которое расположено в 294 световых годах от Солнца, называется Сигма Октанта. Звезда очень большая и относится к желтым гигантам. Она в 4 раза превышает по размеру Солнце и разогрета до 7142 градусов Цельсия, что составляет 128% от температуры нашей звезды. Однако гигант очень отличается от известной всем северной полярной звезды
или Альфа Малой Медведицы. Чрезвычайно яркая в нашем небе полярная звезда с древних времен указывает путь мореходам на Земле. Сигма Октанта на такое не способна. Она очень тусклая и еле видна даже в ясную ночь. Впрочем, таких космических объектов стена Южного полюса содержит несметное количество. Если бы она появилась на нашем ночном небе как полоса, нарисованная мелом, то перечеркнула бы все пространство. Причем не исключено, что стена Южного полюса даже больше, чем считается сейчас. Астрономам пока сложно определить, где именно начинается и заканчивается этот нескончаемый, пересекающийся в некоторых местах небесный чистокол. Ученые сходятся на мнении, что они, возможно, еще не нанесли на карту всю огромную стену Южного полюса и продолжают заниматься выяснением ее точных координат. Тем временем другой международной команде астрономов недавно попался еще более грандиозный улов. Объекту дали странное название Кипу, но это имя вполне объяснимо. Находка оказалась удивительно похожей на один из артефактов цивилизации инков. Вот как выглядит образец письма этой древней культуры на основе узлов. Небесное Кипу тоже похоже на шнур, покрытый узелками. Однако он достигает впечатляющей массы в 200 квадриллионов солнечных, а его длина превышает 1,3 миллиарда световых лет. Интересно, что такие мегаструктуры не являются постоянными образованиями. В будущем они распадутся на меньшие части из-за гравитационного коллапса. Но пока гиганты Вселенной целы, они уникальны по своим свойствам и влияют на космическое окружение. Например, Кипу оставляет отпечаток на космическом микроволновом фоне или реликтовом излучении Большого взрыва. Когда это излучение проходит через массивные объекты стены, их гравитация вызывает колебания микроволнового фона, изменяя его. Астрономы также выяснили, что Кипу отличается сложным строением. Она представляет собой скорее не стену, а одну очень длинную нить, от которой отходит множество боковых ответвлений. Если можно было бы смотать эту космическую пряжу в один клубок, то размер нитей в нем больше, чем в 13 тысяч раз превысил бы длину Млечного Пути. Кипу и 4 другие грандиозные космические структуры – Великая стена CFA-2, Великая стена Слоуна, сверхскопление Ланиакея и Великая стена Геркулеса Северной Короны, по словам ученых, могут изменить космологическое представление о Вселенной. Эти гиганты находятся на расстоянии от 425 до 815 миллионов световых лет и содержат почти половину всех галактических скоплений, а также треть галактик. Они также занимают четверть общей массы мироздания, занимая 13% ее объема. Однако стенами на карте крупномасштабных объектов Вселенной все не заканчивается. Если мы внимательно рассмотрим ее всю, то найдем еще много любопытного. Но самое главное, что от некоторых точек на этой карте напрямую зависит судьба нашего космического дома. Астрономы вычислили, что Млечный Путь несется по небу со скоростью 600 км в секунду. Это намного быстрее, чем предполагает модель разлета галактик в результате расширения Вселенной. Ученые пришли к выводу, что нашу галактику притягивает к себе Великий Аттрактор, область скопления огромной массы и гравитации. Но сразу изучить этот объект оказалось невозможным. Регион притяжения находится за пределами Млечного Пути, в направлении созвездия Центавр. В той стороне диск галактики закрывает обзор Земли, то есть Великий Аттрактор находится в зоне избегания. И только недавно ученым удалось туда заглянуть с помощью самых продвинутых методов исследования и больше обо всем узнать. Наш Млечный Путь с соседней Андромедой движутся к центру местной группы галактик, которая находится в сверхскоплении Дева. Все вместе они летят в центр сверхскопления Ланиакея. Зоной притяжения в середине этого мегакластера для галактик как раз и выступает Великий Аттрактор. Подсчитано, что его диаметр составляет около 300 миллионов световых лет, а центр находится на расстоянии около 147 миллионов световых лет от Земли. В этой области за облаком газа и пыли ученые отыскали большое сверхскопление из тысяч галактик, которое назвали Норма.
Его общая масса оценивается примерно в 1000 триллионов солнечных. После этого, казалось бы, все гравитационные маневры в нашем большом космическом регионе были выяснены. Но позже всплыла сенсационная новость. Масса Великого Аттрактора по всем оценкам оказалась недостаточно велика, чтобы притягивать местные скопления галактик. Что же тогда влечет их в центр Ланиакеи, где находится суперкластер Норма? Ученые начали искать там структуру с более мощной гравитацией и вскоре добились успеха. В поле зрения исследователей попало грандиозное сверхскопление Шепли, которое состоит из 17 скоплений. Гигант находится на расстоянии около 650 миллионов световых лет от Земли. Он имеет такую огромную массу, что даже цифру трудно вообразить. 10 миллионов миллиардов солнечных масс. Сверхскопление Шепли, по сути, является самым массивным образованием в пределах миллиарда световых лет от нас. Сканируя небо в поисках самого старого космического света, спутник ESA Planck уже сделал уникальные снимки центральной части сверхскопления Шепли. Горячий газ, пронизывающий кластер, ярко светится на фото в рентгеновских лучах. Самые большие розовые пятна показывают два скопления галактик Абел 3558 справа и Абел 3562 слева, а также пару меньших групп между ними. Кроме того, астрономы обнаружили область чрезвычайно низкой плотности – дипольный отталкиватель. Кажется, что все небесные тела объявили бойкот этому подозрительному региону или по какой-то причине просто боятся к нему приблизиться. На самом деле, дипольному отталкивателю нечем пугать галактики. Он также никуда их от себя не отбрасывает. Просто сверхскопление Шепли своей мегагравитацией уводит из-под носа дипольного отталкивателя все космические объекты, оставляя его почти пустым. Но даже открытие гигантского сверхскопления Шепли не прояснило схему всей гравитационной паутины в районе Великого Аттрактора. Исследователи пришли к этому выводу, сложив силу гравитации скопления Дева, Великого Аттрактора и сверхскопления Шепли. Получилось, что наша галактика должна двигаться медленнее на 50 км в секунду. Часть скорости Млечного Пути объяснить по-прежнему было невозможно. Напрашивался вывод, что за Млечным Путем скрывается еще какая-то очень массивная структура, и, возможно, ученые уже ее нашли. Это сверхскопление Вела, которое прячется за толстым покровом пыли и газа на расстоянии 840 миллионов световых лет от Земли. Кластер простирается примерно на 370 миллионов световых лет и состоит из около 100 тысяч галактик. Каждая из них сияет в небе сотнями миллиардов звезд. Гравитация гиганта, возможно, объяснит разницу между реальной скоростью Млечного Пути и той, которую вызывает расширение Вселенной. Окончательно прояснить ситуацию призваны два новых исследования австралийских ученых. Оптический обзор Тайпан позволит измерить расстояние до галактик на большой территории вокруг сверхскопления, а радиообзор Уоллеби даст возможность заглянуть через самые плотные области Млечного Пути в центр сверхскопления Вела. Еще одно удивительное небесное сооружение ученые увидели намного дальше, на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от нас. Исследователи из Университета Центрального Ланкашира рассмотрели там гигантскую дугу, полумесяц галактик размером 3,3 миллиарда световых лет. Недавно эта же команда сообщила об открытии второй гигантской структуры, недалеко от первой. Ее назвали Большим кольцом, диаметром 1,3 миллиарда световых лет. Кольцо также расположено на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли. С гигантской дугой его разделяет всего 12 градусов в небе. Когда во время путешествия мы внимательнее присмотримся к кольцу, то увидим, что оно скорее представляет собой необъятную спираль из галактик и их скоплений. Объект имеет ширину в 1,3 миллиарда световых лет и длину окружности 4 миллиарда световых лет. Это делает дугу вместе с кольцом одним из крупнейших когда-либо наблюдавшихся объектов, и, по идее, он должен сиять в нашем небе. На самом деле ничего такого не происходит. Большое кольцо и гигантская дуга находятся, как мы говорили, почти в десятки миллиардов световых лет от нас.
в самом конце Вселенной. Их свет доходит до Земли слишком тусклым, чтобы его можно было бы увидеть невооруженным глазом. Но если, к примеру, кольцо по каким-то причинам переселилось бы поближе, то, казалось бы, в нашем ночном небе в 15 раз большим, чем полная Луна. Сейчас ученые стараются узнать подробности об этих гигантских космических сооружениях. Так, насчет их состава уже существует несколько гипотез. Сначала исследователи предположили, что это может быть остаток барионной акустической осцилляции, типа звуковой волны, которая рябила в горячей плазме ранней Вселенной. Однако дальнейший анализ показал, что Большое кольцо и гигантская дуга для этого слишком велики. И еще они не имеют строгой сферической формы, каким должен быть остаток волн новорожденного мироздания. Альтернативные теории предполагают, что структуры могут быть космическими струнами, гипотетическим скоплением материи, созданным на заре Вселенной. Или же это остаток чего-то еще таинственного и загадочного, что требует совершенно новой модели для объяснения. В отличие от дуги и кольца, гигантская компания квазаров просто пламенеет в небе. Невероятное сообщество суперярких объектов рассмотрела в небе международная группа астрономов под руководством ученых Университета Центрального Ланкашира. Квазары являются ядрами очень древних галактик. Космические прожекторы с безумной яркостью вспыхивают на короткие, по астрономическим меркам, промежутки времени в 10–100 миллионов лет. Тогда их сияние становится видно на чрезвычайно далеком расстоянии. Если же таких объектов в одной области космоса собирается очень много, то небо непрерывно заливает их свет. Интересно, что есть категория таких объектов, особенно склонных к коллективной жизни. Ученые выяснили, что квазары, практически оставшиеся без сопутствующей галактики, имеют тенденцию группироваться в единые структуры. Между ними возникают тесные связи с помощью невидимых гравитационных взаимодействий. Теоретически ученые считают подобные структуры предшественниками космических нитей и стен. Громадная группа квазаров, как назвали объект, во всех отношениях превзошла ожидания ученых. Она настолько велика, что свет только за 4 миллиарда лет может ее пересечь. Если говорить подробнее, группа имеет сложную вытянутую форму, шириной 1,7 миллиарда световых лет и длину 4 миллиарда световых лет. В ее состав входят 34 квазара. Представьте, как они безумно пылают в небе. Во время путешествия к этим ярким объектам там лучше надеть мощные темные очки. Ученые все подробнее изучают подобных гигантов, теми же методами, что их открыли, а также с помощью моделирования. Но согласитесь, у нас в душе остается небольшое сомнение. А что если все объекты, о которых мы рассказали, просто ошибка астрономов из-за несовершенства технологий? Кто реально видел этих гигантов? До недавнего времени никто. Однако в последнее время все начинается меняться. Астрономы напрямую наблюдают в небе гигантские стены, нити, скопления и другие масштабные природные постройки с помощью продвинутых телескопов. Мы можем увидеть эти грандиозные структуры на реальных снимках этих обсерваторий. Так, на потрясающем изображении очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории показана сеть ярких галактик. Они выстроились в ряд, образуя единую цепочку, одну из крупнейших во Вселенной. Ученые обнаружили яркую нить случайно. Они изучили 93 квазара из ранней Вселенной, объектов, которые излучают невероятно сильный свет, питаясь энергией от сверхмассивных черных дыр. На снимке телескопа видна эта цепочка квазаров, свернувшихся в синюю паутину на фоне черного космоса. Древние квазары образовались, когда Вселенной было около 4,6 миллиарда лет, что составляет около трети ее нынешнего возраста. Ученые заметили у этих космических динозавров странную закономерность. Оси вращения ряда квазаров выровнены друг с другом, несмотря на расстояние между ними в миллиарды световых лет. Также исследователи обнаружили, что вращение квазаров параллельно сверхскоплениям галактик. Сейчас они бьются над решением этой головоломки, которую преподнес им очень большой телескоп. Космический телескоп Джеймс Уэбб тоже не отстает. С помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam он заснял далекие галактики, выделенные на снимке белыми кругами.
Видно, что объекты по диагонали выстроились в тонкую, как нить, линию длиной 3 миллиона световых лет. Она завершается очень далеким ярким квазаром J0305-3150, галактикой с активной сверхмассивной черной дырой в центре. Его яркость затмевает галактику хозяина. Исследователи считают, что это зачаточная нить космической паутины. Со временем она превратится в массивное скопление галактик, одну из крупнейших структур Вселенной. Ученые утверждают, что строительство природой подобных титанов – постоянный процесс. Если бы мы могли наблюдать за развитием Вселенной от Большого взрыва до наших дней, то видели бы, как галактические нити и пустоты образуются на протяжении всего времени. Формирование нити из 10 галактик, которую увидел Джеймс Уэбб, представляет собой очень раннюю версию подобной структуры. Астрономы считают, что она возникла спустя всего 830 миллионов лет после рождения Вселенной. А совсем недавно новейший спектрограф Мьюз, установленный на наземном телескопе ВЛТ, позволил получить самое лучшее изображение еще одной нити космической паутины. Она достигает длины около 3 миллионов световых лет и соединяет, среди прочих объектов, 2 галактики в стадии формирования. В центре каждой из них находится сверхмассивная черная дыра. По словам ученых, благодаря снимку впервые удалось обнаружить границу между галактическим газом и газом в нити космической паутины с помощью прямых измерений. Эта нить – настоящий древний артефакт, поскольку находится безумно далеко от Земли. В результате астрономы увидели обе галактики такими, какими они были примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. То есть телескоп позволил заглянуть в прошлое примерно на 11,8 миллиарда лет. Удивительное путешествие назад во времени. Да, стены, нити и другие гигантские сооружения Вселенной, несомненно, поражают наше воображение. Сейчас кажется, что ничего масштабнее в мироздании уже не найти. Однако астрономы надеются в будущем увидеть в космосе еще более грандиозные структуры, размер которых невозможно предсказать. А пока все эти сверхскопления, космические стены и другие масштабные объекты помогают исследователям лучше понять развитие галактик. Необъятные небесные постройки позволяют уточнить космологические модели и усовершенствовать измерения, связанные с расширением космоса. К тому же они дают возможность моделировать физику Большого взрыва, детальнее и точнее картографировать объекты и структуры Вселенной. Когда-то, видимо, все наше мироздание будет нанесено учеными на карту. Тогда мы сможем в любой момент выбрать самые привлекательные точки для новых космических путешествий.